Друзья, всем привет! Столкнулся с такой проблемой, как дребезжание и стуки в рулевой колонке. Чтобы вам показать эти звуки на месте, я опущу регулировку руля по высоте и покажу, как выглядит у меня это на ходу. Кроме звука есть еще и вибрация, которая передается на руль. В основном, конечно, это по гравийной дороге или где есть ямы, но мне, конечно, это совершенно не нравится, так что я сейчас это исправлю. Начнем сперва со снятия клемм с аккумулятора. Теперь будем откручивать подушку с помощью торекса. Два болта находятся сбоку руля. Так, подушку, значит, сняли. Теперь надо снять защелку, а потом клемму. Значит, опять буду использовать лопатку. Вороток, головка на 21. Гайку я выкрутил не до конца. И сейчас попробуем сперва его снять. Руль сошел отлично. Вытаскиваем фишки. Руль снят. Теперь нам нужно выкрутить 3 крестовых болта. 1, 2 и 1 снизу. Чтобы снять данный шлейф, я сперва его проклею малярным скотчем. Также здесь у нас есть 2 фишки, даже 3. С фишками нужно быть очень аккуратным. Источник звука вроде как я нашел. Вот если мы посмотрим, есть основной, значит, такой корпус. Через него у нас проходит длинный болт. Этот болт у нас отвечает за затяжение рулевой колонки, ну, в этом вот корпусе. И именно здесь у нас и есть люфт. По сути, его можно протянуть, соответственно, он его немножко стянет, и в момент еще затяжения уже не будет люфта. Но мне хочется, коли я проделал уже такую работу, еще в одно место добавить смазки. Соответственно, я сейчас откручу вот эти 2 болта. Вот этот болт, он находится вот с этой стороны, и 1 болт вот здесь. Также при демонтаже я ослабил данный блок, потому что болт, который держал рулевую колонку, упирался в него. Итак, значит, я снял рулевую колонку, проверил я вот это соединение. Здесь 2 вала, и между ними пластиковый элемент, который может износиться. У меня с ним все в порядке. Проверил я это с помощью вращения, звука постороннего нет, и движением вверх-вниз. Остаются вопросы только к данному соединению, а именно к болтам, которые нужно будет просто подтянуть. Собственно, и все. Сейчас мы с вами смажем все соединения и установим обратно. Смазывать, значит, буду с помощью солидола и пальца, на котором у меня малярный скотч. Все, я смог отрегулировать, значит, зазор между вот корпусом, как я его называю, и рулевой колонки, которая ходит в нем. Теперь у меня больше нету
этого звука, чему я очень рад, но рулевая колонка стала ходить так намного тяжелее. Ну и рычажок, соответственно, тоже. Но я считаю, что это совершенно не страшно в моем случае, потому что для меня более важно, чтобы не было посторонних звуков, которые меня раздражают. Собственно, и все. Теперь мне нужно только собрать все обратно. Друзья, закончил я наконец работы по устранению стука в рулевой колонке, и теперь уже можно подвести итоги. Как я и сказал, что поднимание и опускание рычажка стало более тугое, и самой рулевой колонки тоже. Лично я просто не придумал никаких других вариантов, как убрать этот звук. Если у вас есть какие-то предложения, то напишите, пожалуйста, о них в комментариях. Возможно, они мне будут полезны, и я их смогу также использовать, чтобы, допустим, моя рулевая колонка двигалась более плавно и легко. Вот. А если мое видео было вам полезно, то поставьте лайк, мне будет приятно.